Всем привет! Интересная перспектива, правда? А ведь на самом деле это обычный санузел. А как он стал таким красивым из стандартной оштукатуренной кирпичной коробки, вы сможете увидеть из этого сюжета. Итак, начнем с самого начала. Как вы сами видите, помещение длинное и узкое. Поэтому разместить подвесную сантехнику можно только в одном месте, напротив входной двери. Ну, сейчас этим как раз сантехники и займутся. Установкой инсталляции и ее подключением. Ребятам нужно не только установить железную раму в соответствии с геометрией помещения, но и сделать подводку для рукомойника, который будет находиться на стене рядом с дверью. То есть завести трубы, холодную, горячую и слив. После того, как установлена инсталляция и проведены все трубы, все это, естественно, подключено, проверено, и можно зашивать гипсокартоном. Обшивка инсталляции у меня на канале уже есть, поэтому здесь так, бегло, схематично обозначим процесс работы. Первое — это разметка. Разметка и отбиваем линии для профилей. По линиям разметки закручиваем направляющие профиля. Это наш каркас. Профиля на стенах и на полу находятся в одной плоскости с железом самой инсталляции. Это сделано потому, что при обшивке гипсокартон ложится прямо на железо. И в нашем случае составляет одну плоскость, от стены до стены. В верхней части у нас не просто периметр, а отдельный каркас для обшивки гипсокартоном. Опустить профиль ниже можно, но неудобно, потому что мешаются крепления для инсталляции. Ну, после того, как все готово, можно обшивать гипсокартоном. Верхнюю полку в один слой, а фасад в два слоя. Если верх обшивается элементарно, то с передней частью приходится повозиться, потому что здесь достаточно отверстий, которые нужно как можно точнее подогнать, чтобы не вырезать огромные дыры в гипсокартоне. Всего нужно вырезать 5 отверстий, с последовательной примеркой, естественно. Зашиваем переднюю часть инсталляции гипсокартоном в два слоя. Готово. То есть у нас все готово для того, чтобы дальше работали плиточники. Плиткой, кстати, здесь будет обкладываться не все. Будет идти полоса от входа по инсталляции и дальше по той стене, на которой она находится. То есть справа и слева на стенах плитки нет. Начало плиточных работ. Кстати, плитка здесь имеет вот такой интересный узор, и он должен быть строго по центру этого санузла. Поэтому правильная геометрия в этом небольшом помещении имеет очень важное значение. Сверху готово. Довели до потолка. Теперь спускаемся вниз и потом на пол. Все. С инсталляцией закончили. Кстати, здесь так рассчитаны размеры помещения, что вот этот узор на плитке будет очень интересно смотреться в зеркальных вставках на стенах. То есть это будет как будто одна целая плитка, которая уходит в отражение. Ну а мы займемся гипсокартоном дальше. Здесь как раз такой дизайн-проект
что стало возможным показать еще один вариант сборки подсветки. Подсветка здесь нестандартная. Она выглядит как ступенька. Снизу, допустим, наша стена и вот такой короб маленький с вырезом. Размеры этого короба 8 в высоту, 10 в ширину. И наполовину от этих размеров вырез под ленту. Из-за своих специфических размеров собирать такой короб на каркасе неудобно. Поэтому будем использовать другой способ, чтобы получить вот это углубление, как бы нишу внутри, куда вставится светодиодная лента. Мы будем клеить гипсокартон слоями. Первые 3 слоя наклеим шириной 5 см, и сверху на них еще 3 слоя шириной 10 см. Скорее всего, это будет один готовый бортик, верхний. Толщина гипсокартона у нас 12,5, поэтому мы выйдем примерно на нужную проектную высоту. Хотя вся эта конструкция у нас будет клеенная из полосок, одна металлическая деталь в ней все-таки есть. Это закладная из профиля УД. Она нужна для того, чтобы к ней прикручивалось стекло. Стекло закрывает нишу сбоку на всю высоту подсветки и крепится на декоративные болты. Но чтобы эти болты не закручивались просто в гипс, а в какое-то основание, для этого поставим закладную. Перед началом работы нужно сделать разметку и загрунтовать стену. Ориентировочная линия у нас уже есть. И грунтовка тоже высохла. Поэтому можем сейчас наклеивать первые 3 слоя шириной 5 см. Короб у нас идет не только вверх, он еще продолжается по потолку и опускается с другой стороны, тоже до пола. И в общей сложности таких V-образных коробов у нас 2. С 2 сторон от раковины. Сделаем сначала одну сторону. Вот так это выглядит в процессе изготовления. Полоски не обязательно могут быть целые. Это любые подходящие подойдут. Приклеили первые 3 слоя шириной 5 см. И теперь у нас есть фундамент для монтажа следующей детали. А следующая деталь устанавливается в собранном виде. Та небольшая часть, что идет на потолок, у меня уже готова. И можно посмотреть, что она из себя представляет. Три слоя гипсокартона. Внутри металл, сбоку бортик. Приклеивается вот таким образом. С одной стороны вровень, а с другой образуется ниша для подсветки. Таких деталей нам нужно 2. И на второй я вам покажу, как она изготавливается. Для работы нам нужны 3 полоски гипсокартона нужной ширины и УДшка со срезанным бортиком. 2 полоски можно сразу склеить. А УДшка, если с нее срезать бортик, она изгибается, поэтому надо надрезать ее на сегменты. Теперь нужно вот эту закладную вкрутить в свободную полоску. Плоской частью внутрь и срезанной наружу.
Вот так вот по краю устанавливаем и закручиваем саморезами. В итоге получаем вот такую запчасть. Полоска гипсокартона, и на ней зафиксирована закладная из УДшки. Теперь эти две запчасти нам нужно склеить. Наносим клей только на гипсокартон. На металл не залазим, только здесь. Накладываем одну полоску на другую. Сильно нажимаем там, где саморезы. Они войдут в гипсокартон, и две полоски соединятся. Готово. Здесь приклеилось. Теперь с другой стороны вкрутим несколько 35-х саморезов для того, чтобы стянуть этот край через металл. И после этого сверху полоску прикрутим. Еще одна короткая часть готова. На своем месте они выглядят примерно так. Я ее уже приклеил и дополнительно зафиксировал парочкой 75-х саморезов. Это чисто для того, чтобы она не сдвигалась, пока сохнет. Сохнет она быстро, но это так, на всякий случай. Вот по такому принципу собираем и устанавливаем длинные вертикальные части. Бортик, изготовленный таким образом, то есть склеенно скрученный, ощущается в руках как мощный такой монолит. Как будто это не склеенный гипсокартон, а настоящая болванка, отлитая из натурального гипса. Фиксируем так же, как и короткие бортики, то есть на клей и на 75-й саморезы. Почти все с одной стороной. Осталось подрезать картон на верхней полочке и поставить кусочек на угол, так чтобы он заходил и вниз, и в сторону. И точно такую же штуку надо сделать так, чтобы поместилась раковина между ними. Верхнюю часть закончили. И вторая сторона тоже готова. Теперь осталось уголки и стекло, которое накроет саму подсветку. А это белый вариант. Ребята установили уголки и зашпаклевали поверхность. Стены, которые находятся за коробами снаружи, подготовлены под покраску. А пространство между коробами внутри подготовлено под наклейку зеркала. Зеркальной будет вся поверхность.
и стены, и потолок. Практически готовый санузел. Тут еще не все на месте. Плинтуса еще будут клеиться, еще какие-то мелкие работы. Ну, основной вид уже понятен. То есть вот у нас вход, плитка, переходит на инсталляцию, поднимается вверх по стене. Сверху подсветка. Вот эти наши короба, они уже закрыты стеклом. И зеркало установлено. И вот это зеркало дает такой интересный эффект. Сквозной. Плитка на полу. Вот он, этот узор, который уходит в отражение. И получается ощущение, что это целая плитка туда уходит. Компактный умывальник с боковым подключением. И сейчас посмотрим, как это зеркало дает такую перспективу интересную. Прямо как в кино с Брюсом Ли. Такой бесконечный коридор. Вот, собственно, и все, что хотелось показать. То есть, как можно из абсолютно стандартного санузла сделать что-то красивое и интересное. Напомню, все работы в этом санузле выполнялись мастерами фирмы Unitech MD. Ну, а на этом всем пока. Спасибо за внимание.